Еще один узор спицами. Для этого узора я набираю четное число петель на спице номер 5. И начинаю. Первый ряд это будет установочный ряд. Он будет вязаться по изнанке. Все петли просто изнаночные. Первую снимаю, последнюю провязываю лицевой, как кромочную. Итак, первый ряд узора. Первую петлю снимаю, это кромочная. Дальше петлю не провязываю, перебрасываю с левой спицы на правую, нить перед работой, вот так. Следующую петлю провязываю изнаночный на ряд ниже, вставляю правую спицу в отверстие на ряд ниже, подхватываю рабочую нить и делаю обычную изнаночную. Я вяжу изнаночной классическим способом. Нить, петлю на спице, на левой спице я перебрасываю на правую. Опять следующую петлю не провязываю, снимаю ее, нить перед работой. Затем провязываю петлю на ряд ниже изнаночной. Петлю со спицы перебрасываю на правую спицу. Петлю не провязываю, петлю на ряд ниже изнаночной. Чередую так до конца ряда. Последнюю петлю провязываю лицевой, это будет кромочная. Разворачиваю вязание. Следующий ряд вяжется по изнаночной стороне. Первую петлю снимаю, это кромочная. Дальше у меня идет сдвоенная петля, она образуется от провязывания петли на ряд ниже изнаночной. Эту сдвоенную петлю вставляю правую спицу в обе петли и провязываю ее изнаночной классической. Дальше просто изнаночная. Дальше опять сдвоенная петля, которую я провязываю изнаночной. Повторяю так до конца ряда. Изнаночная, сдвоенная петля, тоже изнаночной. Просто изнаночная. Последняя петля кромочная, ее я провязываю лицевой. Переворачиваю изделие и повторяю эти два ряда. Только лицевой ряд я буду вязать в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Первую петлю снимаю, это кромочная. Дальше смотрю по рисунку. Я делаю в шахматном порядке, то есть в предыдущем ряду это была пропущенная петля, значит здесь я ее провязываю изнаночной на ряд ниже, вставляю спицу в петлю на ряд ниже и провязываю изнанкой. Петлю перебрасываю с левой спицы на правую спицу. Следующую петлю не провязываю, нить перед работой. Опять спицу на ряд ниже, провязываю петлю изнаночной и перебрасываю петлю с одной спицы на другую. Следующую петлю просто перебрасываю. Дальше изнаночная на ряд ниже. Я думаю, это видно, что от такой изнаночной образуется вот она сдвоенная петля, которую в следующем ряду мы провяжем просто изнаночной петлей. Так, на ряд ниже, петлю перебрасываю, нить перед работой. На ряд ниже. Опять перебрасываю. Опять на ряд ниже. Продолжаю так до конца ряда. И последняя петля у меня провязывается лицевой.
Переворачиваю изделие и вяжу изнаночный ряд. Здесь все петли изнаночные. Первую снимаю, дальше идет изнаночная петля, дальше сдвоенная, которую я тоже провязываю изнаночной. Ну, в общем, то же самое до конца ряда. Последнюю петлю провяжу лицевой. Провязала я несколько рядов этим узором. Вот такая получается лицевая сторона. По лицевой стороне остаются стежки в шахматном порядке. И вот такая интересная и фактурная получается изнаночная сторона. И тот же самый узорчик на тонкой нити и на спицах 2 миллиметра. Вот они, стежки, которые напоминают кирпичики. И вот она, фактурная изнанка. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Большое спасибо за ваши лайки, за то, что оставляете комментарии и задаете вопросы. Пока-пока!